Привет, друзья! Ну что, я собираюсь в гости к Тихону в Москву и хочу угостить его своей замечательной айвой, и я уверен, он что-то очень вкусное из нее приготовит. Привет, друзья! Давненько у нас на канале не было баранины вкусной и ароматной, а уж тем более в домашних условиях. Тандыры, шашлыки, мангалы, это все понятно, но не у всех есть такая возможность. У меня сегодня тоже ее нет, я сегодня дома, у меня сегодня духовка, но блюдо будет не менее вкусным. Недавно у меня в гостях был мой хороший друг Андрей с канала Дымов и привез мне вот такую вот ароматную айву с собственного участка из Белгородской области. Пахнет ароматно, в машине пахнет, на балконе пахнет сейчас у меня, и, соответственно, айва сразу навеяла меня на мысль о том, что нужно ее запекать. Варенье это там для женщин, ладно, оставим. А мужчины айву запекают с бараниной, и получается очень вкусно. Начнем с подготовки самой бараньей ноги. Я взял не всю ногу, здесь еще есть продолжение, которое идет в ляжку, вот по эту косточку, но исключительно из-за того, чтобы она у меня помещалась в мой противень. Теперь ее нужно немножечко зачистить, разумеется, убрать все эти печати, и если кому-то не нравится, то подрезать лишний жир. Эти верхние пленки достаточно жесткие, поэтому я их стараюсь убирать. Здесь вот идет жирочек, его можно оставить, вот эту вот верхнюю часть снять. Она такая желтоватая, а вот под ней уже начинается белый жир. Его лучше не трогать. Нам понадобится для сочности. И немного пленочки с обратной стороны. Ножка у нас с вами красивая, зачищенная. Теперь изнутри нужно убрать лимфоузел, а то мне не простят в комментариях. Прячется он у нас вот здесь вот. Сюда легко подобраться между мышцами. И аккуратненько подрезаем все вот это вот белое. Все. Мы его вырезали, он прячется внутри. Для особо любопытных. На мой взгляд, он не такой страшный, как про него говорят. Запах от него действительно есть, но не такой, чтобы прям, если вам не нравится запах баранины, то навряд ли вам понравится баранина даже с выреженным лимфоузлом. Все, баранину я пока отставляю в сторону, нам нужно подготовить остальные ингредиенты. Я нарежу луковицу произвольно крупными кусками. И крупно порежу айву. И несколько зубчиков чеснока надо просто раздавить. Айву я не чищу, потому что во время запекания и шкурка, и внутренние части с семечками в том числе дадут дополнительно более яркий аромат, чем только чищенная мякоть. Поэтому сейчас все, и лук, и айву, все запихиваю в пакет для запекания. И туда же отправляем чеснок. Конечно, мясо мы будем солить и перчить отдельно, но и овощам, и айве в том числе немножко соли не помешает. Можно немножко посолить и чуть-чуть сбрызнуть растительным маслом. И так как я никакой сладости не добавляю, а мясу она не помешает во время запекания, я буду добавлять чернослив. Отличное решение для теплого осеннего блюда. К тому же он тоже отлично сочетается с бараниной. Закрываю пакет и все немного потрясти.
Подушка для мяса готова. Возвращаемся к баранине. Со всех сторон ее нужно хорошо посолить. Посыпать крупным дробленым перцем. И куда-нибудь внутрь можно добавить немного зернышек кориандра. Я их не толчу, чтобы потом проще было убрать с мяса. Немножко проткну ножом. И запихаю ароматных трав. И для дополнительного обалденного аромата баранины смажем сверху ее коньяком. Опережая вопросы, сразу скажу, что коньяк здесь особо ничем не заменить. Если вы по каким-то причинам не используете алкоголь, то просто откажитесь от него на этом этапе. Ну а мы засовываем ногу в пакет. Поначалу максимально выпускаю оттуда воздух, чтобы пакет еще сильнее не надулся, потому что от пара он будет надуваться достаточно сильно. И закрываю второй край. В таком состоянии при температуре 140 градусов я буду томить эту ногу не меньше 2,5 часов. Лучше подержать часа 3. Только после этого она станет действительно по-настоящему мягкая и максимально ароматная. Уже после этого можно будет раскрыть пакет и дать температуру повыше для того, чтобы появилась аппетитная корочка сверху. Но к этому мы вернемся позже. Пока ее я отправляю в духовку, а сам прибираю стол. Красота. Баранина максимально растомилась. Наша задача сейчас раскрыть пакет и убрать ее запечься до более золотистой ароматной корочки. Духовку я уже разогреваю до 200 градусов, режим конвекции с обдувом. Если нет, то выставляйте вверх и низ. Тоже вполне себе подойдет. Аккуратно разрезаем ножницами, чтобы не обжечься паром, и раскрываем пакет в разные стороны. Тут уже видно, что кость максимально отходит от мяса. Смотрите, какой нежный. А какой аромат стоит от печеной айвы? Просто обалдение. Зайдите к Андрею Дымов на канал и оставьте ему спасибо лично от меня. Мне очень нравится. Ну а нам остается только подождать. Готово. Друзья, посмотрите, какая она красивая, аппетитная, румяная и очень-очень мягкое мясо. Айва, чернослив и репчатый лук просто мягчайшие. Их можно раздавить вилкой, сделать из них густой соус и макать в него мясо. Или подать их к рису или картофельному пюре. Будет отличное сочетание с бараниной. Ну а теперь давайте разловим. Здесь, я думаю, все понятно без слов. Мясо просто отходит от костей. Друзья, если это видео вам понравилось, не забывайте поставить ему лайк, оставить комментарий и поделиться им с вашими друзьями в ваших социальных сетях. А фото готовых блюд присылайте к нам в группу в Телеграме или ВКонтакте. И зайдите к Андрею Дымову, напоминаю, скажите ему привет от меня, ссылочку на него оставлю в описании. А мне пора попробовать. Не зря я так долго ждал.
Потрясающий аромат, коньяк, айва, все к месту. Очень вкусное мясо.